Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами вместе сделаем вот такую интересную текстурную поверхность с применением материала, который есть практически на любой кухне. Нам с вами понадобятся обычные бумажные двухслойные полотенца. Просто обрываем край каждого полотенчика и разделяем его на слои. У меня поверхность предварительно была оклеена газетами и в один слой этими же бумажными полотенцами. Исключительно из-за того, что кусок арголита, на котором я буду делать свой будущий фотофон, был старым и даже сломанным. На нормальной поверхности достаточно пропитки грунтовочным составом. Подготовленную поверхность щедро смазываем густым клеем. Отлично подходит бустилат. Хорошо ПВА. На крайний случай обойный клей, который замешан очень густо. Смятое полотенце расправляем больше или меньше в зависимости от того, насколько интенсивные нам нужны складки. Укладываем наше полотенце на клей и прижимаем его сначала по периметру, а потом по всей площади. Сначала точечными движениями, а потом, например, ладонью или широкой кистью. Поскольку слой клея у нас с вами достаточно толстый, на нем можно подвигать эти складки, распределить их более или менее равномерно и придать им какое-то направление, например, при стыковке двух кусочков. Затем приглаживаем слегка смоченной клеем кистью нашу поверхность. Преимущество бумажных полотенец перед бумажными же салфетками, которые обычно используют рукодельницы при создании такой текстуры, заключается в их большей прочности, поэтому они позволяют поиздеваться над собой немного дольше. Формируя складки на каждом новом кусочке, соотносим их со складками на тех кусочках, которые у нас уже приклеены. Это позволяет сделать поверхность практически бесшовной. Когда наши с вами полотенца слегка подсохнут, проходим по ним еще раз кистью с клеем. В этот момент, если вдруг вам покажется, что слишком уж рельеф дерзкий, вы можете слегка приопустить складки, смять их влажной кистью. В отделке интерьеров такой рельеф называется турецкая кожа или мятая кожа и по-хорошему делается с применением специальной бумаги или как эконом-вариант с применением бумаги упаковочной, оберточной или крафт-бумаги, как ее называют. Но и то, и другое еще в принципе нужно найти, где взять, а бумажные полотенца есть в любом супермаркете и хозяйственном магазине. Когда клей просохнет, складки станут довольно твердыми, и придет время их раскрашивать. При покраске такого рельефа есть только одна маленькая хитрость. Наносим краску на самый кончик кисти и, держа кисть перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, делаем такие круговые движения. Танцуем твист. Если вы используете густой обойный клей, в этом месте вам нужно быть особенно аккуратными, потому что обойный клей, в отличие от бустилата или ПВА, не полимеризуется и чудесно размокает от любой влаги, на которая на него попала. И тогда просто возникает риск испортить наши с вами красивые складки. Не разводите краску водой. Густой работать намного комфортнее. Количество слоев будет зависеть от того, насколько ваша краска укрывистая. После того, как мой красочный слой хорошенько просох, я грунтую его очень простым составом. Это обычный интерьерный акриловый водорастворимый лак, который я развела пополам с водой. Для того, чтобы проявить рельеф, сделать его более выразительным, я использую вот такую самодельную полупрозрачную краску. Прозрачность ее можно регулировать. У меня это было 4 или 5 частей акрилового лака, одна часть латексной краски и коричневый колер. Самое главное здесь не торопиться и не стараться сделать вот этот тонирующий слой в один заход. Первый слой делаем очень тонким, практически чуть влажной в краске губкой протираем всю поверхность. Второй слой наносим уже кистью.
Сначала по верхушкам проходимся той же самой сухой губкой, чтобы убрать излишки. Берем хорошо впитывающую ткань и протираем все выступы. На стене в интерьере придется работать какими-то кусочками, примерно метр квадратный, не больше, потому что иначе у вас будет успевать лак схватиться, и вы уже не сможете так хорошо стереть его со складок. Количество слоев зависит только от вашего художественного замысла. Что могу сказать? Техника очень простая, но мне кажется довольно-таки многообещающей. И материал, то есть бумажные полотенца, показал себя достойно. Я обязательно буду использовать все это в своих будущих проектах. Скажу по секрету, впереди у меня еще ремонт в прихожей и коридоре, переделка и декорирование старой советской стенки, декорирование старого, но рабочего холодильника, изготовление такого гибрида мини-бара и тумбы под телевизор и фальшивый камин или... скорее фальшивая антикварная буржуйка. В общем, ребята, если вы еще не подписаны на мой канал, нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить ничего из этого безобразия. Как обычно, вопросы и комментарии приветствуются. Не забывайте ставить пальчики вверх или вниз. Будет очень здорово, если вы поделитесь этим видео с друзьями. Ну а пока, всего доброго, до новых встреч!